После обрушения эта шахта была заброшена более 2 десятилетий назад, но когда потребность в камне вновь возросла, эта бригада была направлена на расчистку завалов. Но, начав копать, они быстро наткнулись на то, чего не должны были обнаружить. Бригада прибыла в понедельник утром. На улице было еще темно, а поскольку карьер располагался далеко от города, там было тихо. Джеку и его команде предстояло расчистить заброшенный карьер от зарослей и мусора, которые росли здесь 25 лет. Для них это была простая задача, по крайней мере, они так думали, но это оказалось большой ошибкой. Цель, поставленная перед Джеком и его командой, состояла в том, чтобы полностью расчистить карьер до голых скалистых стен и даже расширить его более чем на 100 футов для увеличения возможностей добычи камня. В условиях стремительно растущего рынка строительных материалов потребность в камне за последние пару лет значительно возросла, поэтому старые карьеры, подобные этому, необходимо было быстро восстановить. Команде потребовалось около 2 дней, чтобы расчистить карьер от всего мусора и зарослей. У них была тяжелая техника и множество современных инструментов, что облегчало задачу. Настроение было приподнятое, так как расширение карьера было большой работой, которая принесла бы им много денег. На 3-й день экскаваторный кран был опущен в карьер, и вместе с ним команда уже начала углублять и расширять стены карьера. Но затем в передней части крана раздался оглушительный звук. Вся команда была потрясена. Это прозвучало как громкий ляск. Такое бывает, когда металл ударяется о металл. Но почему? Джек и его команда знали, что один из металлических элементов, должно быть, был копающей частью их крана. Но во что он врезался, оставалось загадкой. Все рабочие побросали свое снаряжение и побежали к дыре, образовавшейся от крана. Когда команда заглянула в дыру, образовавшуюся в результате работы крана, они увидели перед собой металлически мерцающую поверхность. Она была желтоватого цвета, но в остальном было трудно разобрать, что это было. Джек приказал своей команде взять лопаты и буровое оборудование, чтобы извлечь объект из земли. Заинтересовавшись тем, что было найдено, команда начала энергично раскапывать объекты окрестности. Сначала рабочие увидели отблеск желтого металла, но быстро заметили, что объект был намного больше, чем они себе представляли. Когда края металлического предмета были очищены, они увидели, что он был, по меньшей мере 5 футов в диаметре. Что это такое? Члены экипажа перешептывались. Еще немного покопавшись вокруг объекта, команда с помощью своего мощного подъемного крана выполнила оставшуюся часть подъема. Наблюдая за работой крана, среди рабочих распространились слухи об огромном сейфе со спрятанными сокровищами. Возможно, внутри есть деньги или золото. Но эти мысли были очень далеки от истины, потому что этот предмет вовсе не был сейфом и, конечно же, не имел никакого отношения к спрятанным сокровищам. Когда объект был поднят с земли, Джек и его команда быстро окружили его. Металл сильно проржавел от долгого нахождения в земле, но можно было отчетливо разглядеть детали этого таинственного предмета. С обеих сторон были двери, и Джек потянул за ручку первой из них. К его удивлению, она открылась. Это был странный дверной проем глубиной около 3 футов с дверями для входа и выхода. Такие переходные элементы использовали для укрепления туннелей. Они удерживали тонны грунта наверху, обеспечивая проход через блиндажи. После этого Джек мгновенно спустился вниз, уставившись в дыру, из которой они извлекли этот объект. Увиденное изображение подтвердило его подозрения. Там был туннель. Члены команды были взволнованы и в то же время нервничали, но никто не мог предсказать, что на самом деле находится внутри. Джек глубоко вздохнул и сказал: «Все в порядке, мы входим». Он подал знак команде взять свои фонарики, и, хотя они колебались, все подчинились и последовали за Джеком. Пыль и паутина наполняли воздух, пока они шли.
Стены туннеля, однако, были неестественно ровными, что наводило на мысль о том, что этот туннель был либо проложен мастером много лет назад, либо поддерживался в рабочем состоянии на протяжении всех лет его существования. Таким образом, вопрос оставался открытым. Кто его прорыл и зачем? Фонарики экипажа осветили ржавые балки. Безошибочное свидетельство того, что инженерные работы были рассчитаны на то, чтобы противостоять времени. Туннель впереди изгибался, и с каждым шагом воздух становился все холоднее. Ощущение таинственности окутывало это место, и тихий хруст земли под их ботинками был единственным звуком, который команда слышала некоторое время. Джек шел впереди. Его опыт и прирожденное лидерство подталкивали его вперед, когда другие колебались. Он чувствовал неуверенность своей команды за спиной. Их шепот становился все более нервным по мере того, как они продвигались дальше. Затем тишина внезапно нарушилась. По туннелю разнесся леденящий душу крик. Команда замерла, их фонарики слегка задрожали, когда они все повернулись к Джеку. Страх мгновенно охватил группу. То, что его были крики, нервозность перед неизвестностью и страх, что туннель может обрушиться в любой момент, и команда окажется в ловушке. Джек оглянулся и увидел перепуганные лица своей команды. «Все в порядке. Мы вместе». Он попытался успокоить их, но его голос слегка дрожал. Несколько членов экипажа решили, что с них хватит. Один из них, парень по имени Марк, пробормотал: «Я не останусь здесь ни секунды», и повернулся обратно. Остальные кивнули в знак согласия. На их лицах был написан страх. Шаги удаляющейся группы отдавались эхом. Джек не пытался остановить их, так как понимал их беспокойство. Он просто смотрел, как их мигающие фонарики исчезают вдали. Туннель все равно был слишком узким для всей команды, и он не хотел, чтобы с ним спускался кто-то, кто не хотел бы там находиться. «Страх здесь — это помеха», — сказал он оставшимся членам команды. После того, как пыль улеглась, Джек и только 5 других членов команды остались в туннеле. Они были одни в темноте, но полны решимости продолжать путь. По мере того, как они продвигались вперед, туннель, казалось, слегка сужался, а укрепляющие его балки сближались. Однако Джек также заметил, что на балках были цветные метки, все одинаковой формы, но разного оттенка. Джек не мог отделаться от ощущения, что их куда-то ведут, как будто сам туннель был создан для того, чтобы они могли следовать за ним. И Джек был недалек от истины в своем предположении. Внезапно они снова услышали звук, негромкий, почти мелодичный вой, доносящийся из глубины туннеля. На этот раз он звучал почти как призыв, как приманка, чтобы привлечь их. Джек впервые заколебался, взглянув на команду. «Давайте двигаться тихо», — прошептал он. Туннель резко повернул, и когда они обогнули его, перед ними открылось удивительное зрелище. Это была подземная комната. На каменных стенах вокруг них были выгравированы замысловатые рисунки, а на одной из стен были прислонены узнаваемые инструменты. Они были старыми, но выглядели ухоженными. «Что это за место? И почему все это находится здесь, внизу?» Один из членов экипажа спросил Джека, надеясь, что тот ответит, но Джек просто пожал плечами. В этот момент звук послышался снова, и на этот раз он сопровождался шагами. Было ясно, что то, что вызывало эти звуки, приближалось, потому что шаги, которые сначала раздавались вдалеке, быстро становились все громче и громче. Команда Джека нервно переглянулась, не желая, чтобы их заметили там, где им не место. Джек и его команда пригнулись за большими валунами, приглушив фонари, чтобы их не заметили. Они затаили дыхание, когда в большое помещение вошла группа пожилых мужчин, одетых в старую рабочую одежду. Каждому из них было на вид не менее 60 лет, с седыми волосами и обветренными лицами. Один из мужчин нес масляный фонарь,
Его мягкое желтое свечение отбрасывало жутковатые тени на стены. Когда он качал фонарем, металлическая петля издавала знакомый скулящий звук, который Джек и его команда уже слышали в туннеле. Эхо усиливало шум, делая его намного страшнее, чем он был на самом деле. Группа пожилых мужчин, казалось, не замечала, что за ними наблюдает скрытая группа. Они занялись своими обычными делами, зажигая еще фонари, расставленные по комнате. Когда в комнате стало светлее, Джек и его команда увидели импровизированные, изношенные, но функциональные кровати, сделанные из старых металлических тележек и другого горного оборудования. Один из членов команды Джека, не в силах сдержать потрясение, тихо ахнул. К сожалению, вздох был достаточно громким, чтобы привлечь внимание пожилых людей. В ответ один из мужчин мотнул головой в сторону темного угла, где пряталась команда Джека. «Кто там?» Мужчина строго окликнул его. Джек подал знак своей команде оставаться на месте, но было уже слишком поздно. Они были услышаны, и старик медленно направился к тому месту, где Джек и его команда прятались. Джек быстро повернулся и вместе со своей командой побежал обратно в туннель, из которого они вошли. Но прежде чем они успели миновать его, их остановил голос старика. «Остановись! Мы не причиним вам вреда». Джек остановился, поняв, что в тоне этого человека нет ничего угрожающего. Он повернул голову и увидел, что человек с фонарем по-прежнему стоит в конце туннеля. Он не собирался преследовать их и внезапно показался безобидным. Джек обратился к своим товарищам по команде, сказав, что, по его мнению, им следует вернуться к этому человеку. Его команда осторожно согласилась, и они вместе вернулись на открытое пространство. Оказавшись там, пожилой мужчина поднял фонарь повыше, освещая Джека и его команду, которые застыли на месте, не зная, что делать. «Мы просто хотим поговорить», — сказал старик. В его голосе не было злобы. Джек посмотрел на свою команду, и они вместе осторожно вышли на свет. Остальные пожилые люди разошлись по своим импровизированным кроватям, возвращаясь к своим тихим занятиям. Человек с фонарем подошел к Джеку и протянул руку в знак приветствия. «Меня зовут Джон», — представился он, и в глазах у него блеснуло любопытство. «Как вы нашли это место?» Джек рассказал, что они работали в карьере наверху, расчищали завалы и обломки, когда наткнулись на дверь в старый туннель. Глаза Джона расширились сразу после того, как Джек рассказал ему об этом, словно не мог поверить в то, что слышал. Его собратья по пещере тоже выглядели встревоженными этим открытием. Компаньон Джона до этого момента держался в стороне, но после объяснений Джека все очень оживились и повставали со своих металлических кроватей. «Спустя столько лет», — Джон пробормотал, недоверчиво качая головой. Джон начал плакать, что удивило Джека и его команду. Но у старика были на то веские причины. Джон увидел растерянные лица Джека и его команды и пообещал объяснить ситуацию. И история, которую он рассказал, была самой безумной из всех, что Джек когда-либо слышал. Джон и другие люди, находившиеся здесь, были частью бригады шахтеров, которые работали на этом самом месте десятилетия назад. Когда-то это была действующая шахта, и притом большая. Они копали глубоко, когда произошло землетрясение. Оно сместило грунт и обрушило почти все туннели. Большинству рабочих удалось выбраться, но эти оказались здесь, в ловушке. Джек и его команда в ошеломленном молчании слушали, как Джон продолжал свою душераздирающую историю. Старик прочистил горло и заговорил снова. «Сначала мы делали все возможное, чтобы выкопать себя изнутри, но быстро поняли, что с нашим оборудованием это невозможно. Затем мы стали ждать, надеясь, что кто-нибудь придет за нами, но никто этого не сделал.
Мы предположили, что обвал был слишком сильным, и поскольку спасатели не смогли добраться до такой глубины, нас сочли погибшими. Со временем мы поняли, что спасения не будет. Мы застряли, и это стало нашим домом». Остальные мужчины печально кивнули. На их лицах была тяжесть многолетней изоляции. «Мы застряли здесь более чем на 20 лет. О нас все забыли, но мы все еще живы». По его щеке скатилась слеза. Это была душераздирающая история. Джон объяснил, что все эти годы они питались запасами провизии. По его словам, здесь было достаточно консервов, чтобы прокормить целую горнодобывающую компанию в течение многих лет. Но поскольку их было всего 5 человек, запасов продовольствия могло хватить на всю жизнь. Мы придерживались рациона и ели рис и бобы каждый день. Мы не хотели голодать, но одиночество было нашим самым большим врагом. Голос Джона звучал ровно, но было ясно, какие трудности им пришлось пережить. Джек недоверчиво покачал головой. «Это было более 20 лет назад», — тихо сказал он. «И все это время вы были здесь?» Джон кивнул с выражением искренней печали на лице. «Да и у нас не было никакой возможности выбраться. Туннели были перекрыты, и мы не могли прокопать себе выход, не рискуя обрушиться». «Мы можем вам помочь?» — сказал Джек с энтузиазмом в голосе. «Дверь, которую мы нашли, теперь открыта. Там снова есть выход на поверхность». Глаза Джона снова расширились, а его товарищи-шахтеры в шоке переглянулись. Какое-то время все молчали. Затем Джон глубоко вздохнул, как будто груз всех этих лет наконец-то свалился с его плеч. С помощью Джека-шахтеров медленно вывели обратно по туннелям на поверхность. После стольких лет под землей дневной свет был ослепительным, и люди заморгали от изумления, когда впервые за десятилетия вышли на открытый воздух. Мир, который они знали, исчез, сменившись новой реальностью, которую они едва могли понять. С помощью команды Джека пожилые люди были доставлены в больницу, где им был оказан надлежащий уход. Они находились там более 2 недель для наблюдения. После этого они снова стали свободными людьми. У некоторых стариков остались родные, и эти встречи были эмоциональными и согревающими душу. Впервые за 25 лет потерявшийся мужчина воссоединились с близкими. Даже Джек, который никогда не плакал, смахнул слезу, когда стал свидетелем их объятий. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.